Всем привет, с вами снова Юра. И славный дружа Обломов. Чувак, что ты думаешь о рыбалке? Обожаю рыбалку в плане того, что можно бухать постоянно. Не-не-не, в плане вот реально рыбалка прямо такое. Ну, мне смотри, что нравится в рыбалке. Это непосредственно сам процесс охоты, как бы, ну... Выслеживание рыбы. Да-да-да, выслеживание рыбы. Что мне не нравится? Копать червей совершенно уныло. Не, ну блесну. Закинул. Не, на блесну, но я никогда не ловил, только на хлеб, На либо... сети? На сети. На динамитом. Как это называется? Электроудочки, вот это все. Короче. И что мне еще не нравится, это чистить рыбу. Я считаю, что для этого вот обязательно тёлки нужны. Ну ладно. Пока Потрошить. мужики пьют водку, женщины чистят рыбу. Потрошить. Такое у нас патриархальное общество. Потрошить рыбу ты умеешь? Не, я вообще, я рыбу не ем. Мне, посмотри на нее, она... Я не могу ее резать после того, как я, короче, видел такую рыба, короче, прикреплена к стене, она так поворачивается и типа... Ладно. У меня... Давай я лучше займусь овощами. У меня есть для тебя небольшой сюрприз. Давай. Ты когда-нибудь в жизни убивал животных? Ну, было дело. Итак, друг мой, у меня для тебя есть подарок. Интересно. Она была поймана 15 минут назад. А сегодняшняя щука любезно предоставлена нам... Спиннингом моего бати. Чувак, ты дурак или как? Чё ты? Я не понял. Батя тебе деньги не заплатит. Надо по-взрослому, мы блогеры. Давай. Щука предоставлена. Ну ладно. А спонсор видосика Cheesecake.ru. Вы знаете, я люблю всех своих спонсоров, но Cheesecake я люблю, ну, может, чуть-чуть больше. Ну, может, совсем капельку. Вы знаете почему? Потому что каждый раз, когда они заказывают рекламу, они могли бы мне ничего не присылать. Они могли бы сказать, вот тебе текст, типа, прочитай вот этот текст, у нас скидки, какие-нибудь фоточки покажи. Нет. Каждый раз, когда они заказывают рекламу, они мне присылают реально дорогие чизкейки, тортики, пирожные. И вы скажете, какого черта этот чизкейк уже на треть сожран? А я вам отвечу, он на треть сожран, потому что сразу же все дербанят. Cheesecake.ru это очень вкусные пирожные, мороженые, тортики, эклеры, морковные тортики. Это божественно. Ссылка находится в описании, и, между прочим, есть промокод на скидку. Проходишь по ссылочке в описании, делаешь любой заказ на сумму больше 1990 рублей и получаешь не только скидку в 40%, но еще малиновый чизкейк в подарок. Почти килограммовый малиновый чизкейк в подарок. По ссылочке в описании. А среди тех, кто закажет на сумму больше 2990 рублей, будет до 1 декабря разыгран айфончик, между прочим, 11-й, красненький. Все подробности в описании, ссылочка там же. Офигительно вкусные штуки. Слушай, ну это щука, она опасная, блядь, она может за себя постоять. Это тебе не краб со связанными клешнями. Я даже не знаю, как рыб убивать. У них же нету мозга и нервной системы, типа. Я только видел, как мужики на рыбалке их, типа, берут... Глушат. Типа... Да. Вот я могу попробовать, но я боюсь, что у меня не хватит, как бы, этой смекалки воинской. Даже сам не можешь поймать. Че ты мне это поручил? Так а ты же говорил, что убивал животных. Да, ну я и в деревне мы свинью резали, было дело. Ну а что ты хотя бы объясни, как, типа, я... Куда, как ее, типа, и что, где мне пробивать? Ладно, короче, мотор, как ты думаешь, может ее просто положить, пускай заснет? Нет. Травмата в нее выставить. Травмата? Заснувшую рыбу нельзя есть. Заснувшая рыба, как ты выразился, это сдохшая рыба. Она непригодна. Там трупный яд начинает вырабатываться. Можно с травматой ебать? Но это, конечно, уже негуманно. Гуманно умертвить наиболее быстрым, безболезненным способом. С травмата. Чихо, сейчас за палец как тяпнет. Да, она еще не... Ну, просто объясни. Я не знаю. Я не знал, что у лосей зубы есть. Скажи. В смысле, хобот, что ли, в смысле? Куда бить? Давай, короче, как это... Не-не-не, подними и прямо как в этом. Я другой стороной держал! Тупой палач! Прикинь, типа Юрий Хованский палач! Я такой... Так, ты чё, топор переверни, сука! Я такой, ладно. Ой, простите, первый день на работе. Ах ты ж не перевернул, дебил, Дима, как же больно, позвонки перебил, сука, не чувствую ничего. Я предлагаю сделать это за кадром. It's done. It's done. Мы Помнишь, подож- как Breaking Bad? It's done.
Мы подождали, пока она заснет, и сделали все как надо. Мы не подождали. Дело у нас как будто других нет. Да-да-да, подождали, все Что ты знаешь о двойной ухе? Двойная уха, как двойная пенетрация. Хороша, если ты со шлюшками. Нет? Короче, двойная уха — это когда ты пришел на рыбалку и поймал всякой херни. И у тебя вот есть всякая мелкая фигня, типа вот этих окуней, которые капец какие костлявые, просто жесть. Да, вот это, такая мелкая рыбешка, ее даже кошкам нельзя давать, у нее постоянно вот эти вот всякие такие Да, они еще прямо. расслаиваются одна на две, вот это вот все. И ты закидываешь все это вариться, достаешь и выкидываешь. А в бульон уже кладешь что-то нормальное. То есть мы чисто из этого набираем навар. Да. Как бы такой, нажор. Да. И потом туда нормальное Да. мясо кладем. Короче, а отсюда мы возьмем навар в виде башки. В ухе что главное? Обязательно вынимать жабры. Жабры — это горечь. То есть, смотри, вот у нее жабры, да? Жабры. Ну. И они капец какие горькие. А я думал, это наоборот деликатес. Не-не-не-не-не-не-не. Ты, может, путаешь со щучьими щеками? Щечки, наверное. Щечки, Да. Короче. И из этих тоже тварей выдирай жабры. Давай, работаем. Я, может, овощами займусь все-таки. Мне... Да? Ну ладно. Я палач, а не патологоанатом все-таки, Олег. С умных мыслей я нагородил, а ничего не снялось. И они теперь, ну давай, камеру включили, повторяй. А все. Эти слова растворятся как слезы под дождем. Все, никто их не услышит, не найдет. Никто мою мудрость никогда не узнает. А жаль, могли бы стать мудрее. Мудрее кадавра? Мудрее кадавра, да. Кто? А может и нет. Мы никогда теперь не узнаем, братан. Никогда. Короче, все, что мы добыли, мы закладываем в холщевой, как правильно, холщаный, холщаный. Холщевой, нет? Холщевой мешок. О. Холщаный? Ты откуда приехал, братан? Холщаный мешкон. Так, ну тут тоже надо вырезать. Ну тут полегче, видимо. Да, тут маленькие. А вот когда вытаскиваешь рыб, мне все рыбаки рассказывают, надо их за жабры держать, правильно, типа, или как? Слушай, да пофиг. Чтобы не вырвались, типа, за жабры, нет? Слушай, многие жалуются, что, если ты держишь за глаза, ну, то есть за глаза вот так, то, типа, ты ужасный человек. Но мне кажется, если ты все равно собрался все сожрать, ну, то есть живое существо, то какая разница? Да, типа, ну, последние мысли, я ничего не вижу, что происходит? Друзья, у зверушек мыслей нет. Ну, кроме каких-нибудь высокоразвитых, типа, рыба — это рыба. Она думает примерно, вот передо мной вода, где еда, ёпта, не переживайте так. Либо, если вы веган, то переживайте, конечно. Нам больше достанется. Мы есть мясо не перестанем, но и вас не осуждаем. Поэтому специально для вас я приготовлю веганский аналог ухи. Мы вот возьмем немного травы, сварим ее в котелке, а потом я туда нахаркаю для перевода. Че ты как-то... А ты веганов не жестко травишь на своем канале? Не, я вообще... Да ну. Ну, чуть-чуть. Ну так, слегка. Капелюшечку. Все-таки давайте, если вы любите рыбу и рыбалку, нужно понимать, что надо жениться. Вам нужна жена, чтобы она разделала... Ну, я понял, рабство. И желательно, да, чтобы у мужей, то есть у ваших друзей тоже были жены, и они все, чтобы им не скучно было. Это правильно. Ну, потому что я честно скажу, вот это вообще нахрен того не стоит, на мой взгляд. Будет кутно. Смотри. Потрошить, Так. отрезать, Так, выдирать, выскребать. Смотри. Холщовый мешок. Туда идут то, что ты особо жрать не хочешь, супер костлявое, все головы и все плавники. А как же окуни? Ты положил? Да, вот они. А вот это требуха, это выкидываешь? Это жабры, да. И теперь, собственно, вот это нам нужно сварить. Нам нужно... А для чего мешок? Для того, чтобы все это потом из воды легко вынуть. То есть ты мешок опустил, проварил, вынул, просто выкинул. Но у мешка у самого нет вкуса, разве не? Ну, этот мешок был 1000 раз как бы простиран, в нем уже готовили, и он полностью хлопковый. Ну ладно, хорошо. Вот. То есть, смотрите, друзья, портянки вашего деда не используйте в качестве... то навар будет мировой. Так наоборот, знаешь, такие получатся
мировые щи за кусончик, под Да, кусончик. как это, чтобы обои отклеивались, А мы да? всегда портянками заворачиваем, чтобы... А еще этим можно бить людей, чтобы синяков не оставалось. Это обезьяний кулак, только рыбий кулак. Что такое обезьянник? Я знаешь, что придумал? Обезьяний кулак — это когда камень заворачивают в веревку, и он на конце веревки, и ты типа вот так вот. Или бильярдный шар. Можно, да, и бильярд. Молодец, Да. молодец, дружи. Смотри, что я придумал. Я придумал, что мы сюда положим еще лаврового листа. Тоже, Обязательно. Тоже, чтобы его не вылавливать. Не Ну, вылавливать потом. логично, что мы именно в бульонную часть будем класть специи, а не когда уже будем саму щуку готовить, то есть как бы чтобы... Так. Душистого перца. И давай положим обычного перца еще, чтобы было. Так, а соль? Это или соль потом А уже, когда жидкость будет? посолим по вкусу потом уже. Соль-то какая разница? Она растворится мгновенно. А вот эти специи надо провариться. Надо вешать все. Надо все вешать. Так, давай, я возьму мешок. Я мешок с нашими рыбами завяжу, чтобы там точно ничего не высыпалось. Не волнуйтесь, мешок. Морковка-то у тебя какая ядреная, прямо. Да, она жесткая. Крепкая морковка! Всем, пацаны, мы желаем такой же крепкой морковки, как у славного дружа на огороде. Такой же красный, ядреный. Мы сегодня без водки. Мы сидим, кушаем уху. Так, ну и готовить мы будем прямо на огне. Так. Ну, а, собственно, тут дело не хитрое. Вода, костер, огонь, все дела. И пускай все это дело там варится. А мы только... Прикольный девайс для котелка, я таких не видел. Как он называется? Да, обычная тренога походная. Также в ухе нужны овощи. Мы не будем выпендриваться, мы возьмем вообще все по классике. Вот. И, само собой, мы их обжарим. Как ты относишься к обжаренным овощам? Я прекрасно отношусь. Мне нравятся все овощи, кроме тушеных и вареных, то есть, по сути, только жареные. Типа, вот я... Но уха, она в любом случае будет вареная. Но... Не, это понятно, но если как бы что-то делать с овощами, обжаривать, по-моему, это лучший вариант. Особенно если в маслице, типа, их они... Даже из овощей можно сделать что-то пристойное, если обжарить их в масле. Из чего угодно можно сделать что-то пристойное, обжарив это в масле. Во фритюре. Ой, блин, не... У тебя, знаешь, хочу тебе подарить какую-нибудь огромную фритюрницу, чтобы делать просто ролики. Взяли и там целую поросенка во фритюр. Да, кляр его. Моржа! Купили моржа! А его можно, кстати, ни в чем не обваливать, он так жирный. Да, и моржа прям вот во фритюре и просто... Захво. Последнего ламантина. Нарвала! Единорога нахер! А где мы... Фритюрили! Где мы его найдем-то? Единорога в стране снов, сказки, не знаю, типа... У нас нет таких препаратов. Кто знает, кто знает. Who knows? Смотри, короче, на самом деле легче овощи, конечно, ну, типа морковки потереть на терке. Она будет такая вот, она как в это превращается, ну не слишком мелко. Я не люблю, когда каша, например, типа. Ну да, но это куски крупные. Это крупные куски, потому что я криворукий. Но в целом, я хотел сказать, что вот есть люди, которые не уважают вообще крупные куски и все любят в кашу. Мне такое не нравится, типа. Наоборот, мне кажется, иногда должны попадаться куски чуть крупнее обычных, чтобы ты прям, почувствовал. Да, какой-то конкретный ингредиент. То есть тут картошечка, тут моркошечка, тут это... Моркошечка. Морковочка, господи, у нас тут что, конкурс грамматики? Ты проиграешь, если начнем. Давай, коллежский асессор подчевал. Как там это предложение звучит? Я еще помню, что ли. Как-то раз на террасе коллежский асессор подчевал. Что-то такое, короче. В общем, я меньше ошибок сделаю, чем ты. 100 тысяч лайков и грамматический конкурс. Порежь чесночок. То, что без чесночка и не надо, а с ним пусть будет. А он уже это... Просто это однозубчиковый чеснок. Так, сейчас, подожди, я вспомню, как ты меня учил. Пополам и слайсом, чтобы он... Главное, все сначала, когда режешь, чтобы не каталось. Ага, понимаешь? кладем на надрезал, основание. все, да, и все нормально. Блин. И сейчас... Дымит хорошо. Подождите, Прям в пацаны. глаз дымит. Сейчас, смотрите, уроки дружи. Сань, показывай, как батя. Прилипает просто что-то. Так нет, ты бы сначала его нарезал этими, слайсиками, а потом уже, типа, их крошил. А то он от тебя убегает, понимаешь? Ну ты, конечно, это... Что? Ты такой
Сначала, Юр, просто берешь раз. Пальцы береги. Раз. Я так не привык. Ладно. Я привык раз, два, три. Кончил и спать. Мне вот это вот... На каком масле мы будем жарить? Скажи, на каком масле надо жарить? На сливочном. Правильно. На сливочном. Но ты догадался, я его уже выложил. Нет, я не то, что догадался, я всегда так говорю, типа. Мы недавно с евреем готовили, он вообще говорил, что он даже на рафинированном масле не любит ничего готовить, любит чисто. Сан Саныч по жиру любит. Ну, нужно все равно, мне кажется, вот прям, и сливочного, и нерафинированного, и можно и рафинированного, все, вообще всех супер масло сделать сверху. Тачки машинное, да, масло, правильно, все скушать. Солярочкой смазать еще сверху. Короче, нам сейчас нужно обжарить овощи. Я думаю, мы тоже сделаем это на костре. Как тебе идея переместиться совсем к костру? Так, короче, смотри, у нас есть огонь, да? На самом деле он очень горячий, пацаны. Вот вам может показаться, что костерок маленький, но костер это то, что по сути из обезьяны человека сделало. Типа он прям очень горячий, хватит, чтобы согреться в холодную осеннюю ночь. Человек 5 может сесть вокруг и покушать ухи, поэтому главное, соблюдайте технику безопасности, потому что я вот не соблюдал, сел куда не следует, мне дымом в лицо. Я никому такое не советую. Аккуратнее. Вот, ну что ж ты делаешь-то, Олег? Я что говорю про технику безопасности? Терпеть. Это нам нужно. Мы на чем жарить-то будем? Я просто говорил, всегда будьте осторожны, и ты прям на меня нахрен дым. Чувак, это он любит тебя, дым любит тебя. Зато насекомые к тебе не будут лезть, когда ты будешь копченым. Они и так не лезут, им заспиртованная кровь неинтересна. Так. Жарим овощи на сливочном масле. Целикова. Ох! О, сейчас. Процесс... Слушай, а ничего, что у тебя, кстати, чугунная сковородка, а рукоятка ничем не прорезинена? Как мы ее хватать-то будем? Руками? В смысле руками? Она же... Ну, варежки возьмем. Что, ну, понятно. Ну. Ладно, сейчас. Пускай это все обжаривается до золотистости и до мягкости. Техника безопасности, пацаны. Всегда соблюдайте ее. Будьте предельно осторожны и аккуратны. Видишь, там уже все варится. Сейчас опять, собственно... Я, честно говоря, первый раз вижу уху, вот, чтобы навар делали вот с тряпкой такой. То есть это, видимо, какой-то древний рыбацкий рецепт. Да, двойная, бывает даже тройная уха. То есть первая идет совсем мелочь, потом покрупнее. Там всякие вообще ротаны маленькие. Там вообще все, что наловил, все идет в нажористость. Так, нужно подуть. Будет дуть будет, Юра. Юра будет дуть. Я помню, я один раз дул, просто я был совсем мелкий. И я прям... И вырубила тебя? Да, короче, мне бабушка, по-моему, сказала, типа, не дуй, а то это голова закрутится, плохо будет. А я, поскольку с детства был, я такой... Нафиг, типа, бабушка, ой, бабуля, да. Мне сказала не дуть, знаешь, что я сделаю, бабуль? И типа... Ты всегда был... Так плохо. Ты всегда был ренегадом, да? Да, ты такой, ах, нельзя дуть. Ну угадай, что я буду делать? И прям до одурения, знаешь. Жизненные истории от Юрия Хованского. По духу жизненные истории прилагаются. Я хотел обратить внимание, что коту Друже совершенно посрать на уху. То есть он не прибежал на запах рыбы или это. Обычные коты, да, может, избежались бы, но кот, который привык, что тут готовят лобстеры. Слушай, он любит оленину, говядину, любит креветку. Оленину, ни хрена себе. Ну, знаешь, кот в естественной среде не может оленя загрызть. При всем ну, он может в естественной среде стащить его со стола. Оленину такой, избалованный просто кот. А еще, знаешь, он, когда ему что-то не нравится, он выпендривается, типа такой, где салфетки? Мяу, почему так мало салфеток? Моя школа. Так, ждем золотистости, там ждем... Тихо, терпи. А там ждем закипания и 20 минут. Прошло где-то, сколько, 20-30 минут. Я скажу, это вот прям были душевные 20-30 минут, потому что не знаю, что создает такую атмосферу, костер, уха или алкоголь, но смысл в том, что вот это по-другому воспринимается, как бы это не те 20-30 минут, когда ты сидишь, ждешь чего-то, наоборот, да. Ты смотришь просто, как уха впитывает, дает соки, типа, как
поджариваются овощи. Балдеж, балдеж. То есть мы убираем... Это была первая уха у нас, как бы, типа, Да, ну, одинарная. то, что там внутри, головы, вот это все, это можно отдать котам, в принципе. Вот, а теперь смотри, что... Главное, чтобы костей не было. Котам нельзя отдавать с большим количеством костей рыбу, а то подавится. А теперь смотри, у нас уже по факту уха. Видишь, уже бульон, прям Не, бульон. ну это бульон, это не уха, братан. Нет, Да, надо- я говорю, что навар виден. Видно, что это не вода. Уже далеко не вода. И, собственно, овощички наши поджарились. Я немножко, видишь, кусочки лука некоторые передержал. Ну, я думаю, что это как бы... Я люблю, я так говорил про мясо в шаверме. Иногда должно быть прям вот чуть пережарено, чтобы ты прям хрустанул и почувствовал, что это на самом деле жарилось. В этом как бы смысл. Да, То это... есть, что тебя не обманули, никакой... Что оно не тушилось, не варилось. Не какой-то электрогриль или не какая-то разогретая в микроволновке, а именно ты прям чувствуешь, что здесь есть уголь такой, как бы пепел, что было это Да. действительно, это своего рода как бы добавляет. На самом деле практически все готово. Сейчас мы закидываем картоху. Так, давай, тащи сюда картоху. Щуку несите, щуку несите. Щуку, несите щуку нам. Можно еще картоху, можно еще картоху, но Можно. потом нужно щуку нести. Давай я ее Можно прям... еще картоху, можно еще картоху, но скоро надо щуку нести. Кипяток! Ладно, плохо. Обычный кипяток, что ты? У меня очень высокий болевой порог, но это было очень неприятно. Я на самом деле как-то торопился на съемки, по-моему, разборки в Сан-Франциско снимали, и мне был зубной до этого. И я без анестетика сказал, херачьте зубы, потому что типа... Да ну не, это нереально, блин, это ж прямо в нервы, ну. Да, и вот даже мне сейчас было немного больно при всем при этом. Не знаю, у меня, наверное, профдеформация, но я Ты уже... мне дал вот так вот доской, стал сыпать, и мне кипяток хренанул прям. Так мне тоже, но я привык к тому, что масло тебе на руки льется, кипяток. Знаешь, там, можно немного поджарить свою руку, там, вот это Ты вот. что творишь, мать твою, вы это видели? Господи, Что ты это такое? снял? Что такое? Чувак, это как в Большом Стэне, помнишь этой херня, где я ничего не чувствую? Ну да. Прям Ну, уберите руку. Нет. Странная херня, нет, мы такой не одобряем. Но из нас бы получились отличные мазохисты. Я думаю, Кто бы из нас был хорошим полицейским, кто плохим, да? мы оба были бы плохими. Очень плохими. Я думаю, да, среди нас хороших не было бы. Так, смотри, картоха пошла, она поварится, минут 10, да? Слушай, а можно ли веганов кормить ухой просто с наваром от рыбы, если Конечно. не едят рыбу? Конечно, смотри, Типа, это же не если- рыба, да, как бы, тут нет мяса если у тебя друзья веганы, да, и ты понимаешь, что им реально, они такие хилые, им не хватает веществ, да, и ты понимаешь, что нужно подсунуть им вещества, но мясо они не съедят. И ты начинаешь им подмешивать бульоны везде, вот это вот все. Ну ты смотри, Это ж не кусок мяса. А то голунового вещества-то подсунули недавно, ничем хорошим это не закончилось. Не, нужно хорошие вещества подсовывать, хорошие. Мы вернемся, как только будет щука, я полагаю, потому что щуку нам не несут, как нам, без щуки. Картоха поварится 10 минут, и потом еще 15 рыбы и все. Подожди, а другое все не разварится? Если мы будем 10 минут варить картоху, морковка, все это оно как... Не-не-не, оно кусочки, ты же сделал кусочки, Да. правильно? Так что все будет хорошо. Сейчас оно, видишь, еще даже не закипело, сейчас закипит. И мы продолжаем, дамы и господа. Ногу немного обожгло, ничего страшного. Прошло 15 минут, картошка полуготова. Сейчас мы туда запихаем щуку, она температуру опустит и снова закипит. Техника безопасности, пацаны. Всегда соблюдаем технику Ты безопасности. что-то сегодня очень много про технику безопасности говоришь. Я уже везде, ты меня обжег, обдал дымом, все, от меня воняет, как будто я этот... Чувак, я здесь неделю сижу, у меня из свитера можно варить гуляш уже, короче. Ну, хотя бы от него не пахнет, как от пчеловода какого-то, который типа дымом постоянно, или как от поперечного, который другим дымом. Собственно, вот. Ну, так ее нужно помешать или... Она сама себя У перемешает. нас остались специи, которые мы не добавляли, мы не солили, в частности. Соль добавляется в самом конце. Специи все мы добавили. Помнишь, в мешок добавили. А не нужно лаврушку? Давай еще кинем, просто пусть Да, будет. пусть. А теперь скажи мне, ты веришь вот во всю эту штуку, что нужно добавлять водку в уху, мешать головней,
Я, вот, знаешь, я только недавно узнал, что, оказывается, перед съемками фильма нужно на тарелке писать какие-то имена и бить ее. Я, в принципе, уважаю чужие традиции, поэтому, ну, чтобы рыбаки на нас не заигрались, надо... Мы же эту щуку поймали, ну, пусть и не мы, окей. Но все равно она поймана, поэтому нужно оказать щуке уважение, дать ей достойные похороны. Поэтому давай по всем Мы традициям. водку добавляем, головней мешаем и через штангу не перешагиваем. Что такое штанга? Через штангу в качалке нельзя перешагивать, не к добру. А, хорошо. Вот так, все традиции мы уважаем. У геев это трактуется как через член, а чувака в групповухе тоже переступать нельзя, если... Ну ладно, это такое. Все качки геи, вот я к чему, неважно, все, давай. А рыбаков я уважаю, рыбаки нормальные пацаны. Они не то, что они, им никакая штанга, у них и своя-то штанга уже не стоит. Как насчет коллабы с Маланом и Сарычевым? Я Нет? не знаю, кто это, блин. Чемпион мира по жиму лежа. Как насчет коллаба с Грибобасом и Клюкером? Я не знаю, кто это. Грибобас. Что это вообще такое грибобас? Давай, короче. Это реальный ты только что придумал, грибобас? Нет, это реально имя. Но давай все-таки покажем обычаи, как бы рыбацкие. Хорошо, все по традиции. Первое. О, Стопочка водочки. Так, подожди, я проверю, не вода ли? давай. Вода ли? А я помешаю головней. Друзья, это водка. Причем не очень дорогая. Да, А это, ну, какая-то шкалик обычный. Ну, не самый дешевый, просто водка. понятно. Это водка, я подтверждаю. Нет, хотя подождите. Не, ну, в уху давай, ты чего? Как нужно? По часовой, против часовой? Я не знаю, помолившись, перекрестившись, я не знаю, чувак, прям. Вот нормально так. Будем идти по часовой, это естественный ход истории, мы все-таки не сатанисты. И? Теперь... Подожди, ты ее потуши, чтобы хотя бы без углей, просто вот раз. Не, вот так и надо, чтобы оно вот такое, типа, было. О. Ну, кстати, я понимаю причину возникновения этой традиции, видимо, потому что в былые времена... Я думаю, что норм. Когда и как бы... Я не думаю, что оно обеззараживает. Я не думаю, что так работает. Ну, дело в том, что, видимо, это было придумано тогда, когда люди еще не понимали, что это не обеззараживает. То есть выглядело так, будто ты взял горящую штуку, воткнул и уха Это, видимо, более такое, как бы... Как прижигать раны раньше прижигали. Ты прижечь уху, прижечь уху. Отличная нахрен идея, кровящуюся рану прижигать головешкой. Да, прикольно, точно поможет, если человек не умрет. Да, от боли, от шока. Крика, да, типа, да. Сколько еще нужно варить после того, как мы добавим? Кусочки у нас небольшие, щука не здоровенная. Я, кстати, насчет водки подумал. Вроде как добавляют, если старая щука такая тиной подтягивает, отбивает якобы, аромат тины. Но у нас щука молодая, я хорошая. Я тебя могу разочаровать, к большому сожалению. Здесь уж я включу эксперта. Спирт в первую очередь испаряется быстрее воды и всего, поэтому там ничего от водки нет. Это само собой, но типа он как-то просто, нейтрализует. Он не успеет ничего, потому что уже у нас было нагрето, вода-то а спирт он вот как... Закипает 10 минут, соль по вкусу, обязательно соль. Никакой соли там сейчас нет. Соль по вкусу. Соль, белый яд, я не буду солить. Я посолю, хорошо. Я могу тебе отлить, знаешь, отдельно тебе не соленую уху. Да, оставайтесь с нами. Настоящая рыбалка всегда заканчивается. Да, без мордобоя никак. И снова седая ночь, и только ей доверяю я, да. Ну чё, посмотрим? Да, пора посмотреть, что у нас Смотри, какая штука. Нифига не вижу, настолько, смотри. Главное, что мы сделали, вот двойная уха. Видишь, навар прямо слоем. Жир, вот таким. реально. Вот он, вот как суп-пюре даже сверху, это правильно. Можно поднять эту штуку. У меня эта штука поднимается. Вот так, сейчас. Чтобы она поменьше кипела. Так, вроде успех. И давай попробуем. Я в прошлой жизни был инквизитором, я так людей на цепях поднимал. Верю на слово. Да. Плошка. Плошка. Так, давай я налью сюда, тебе отдам. Давай уже! Не, да мы дебилы. Соль, брат.
соль. А мне не нужна соль, ты мог мне... Хорошо. Соль — белый яд, запомните, пацаны. Соль, она уменьшает вашу жизнь. Так. Избегайте соли всегда, когда ее видите. Типа, соль не ваш друг, соль ваш враг. Так, ну на, держи. А я все-таки остальное посолю. Так, хорошо, тогда держи. Чувак, ты... Сука! А я все-таки присолю. Меня лично интересует бульон в основном. Ну, бульон очень... Смотри, вот просто, не знаю, можно это показать на камере или Щука, нет? это понятно. Посмотрите, вот он более наваристый, чем в курином бульоне, он густой. Типа, это густота натуральная, вот посмотри. Видишь? Да. Мега густая штука. Так, пробуем. Ну, это густая уха. Так в этом и смысл ухи, о чем ты? Горячо, блин, как же горячо. Просто я на коленку поставил и коленку разогрела. Похоже на, знаешь, теплые воспоминания из школы, когда там в те дни, когда повариха не украла все, ну. Да, по праздникам. Да, реально, школьники получили уху. Знаешь, что я добавил? Побольше специй. Мало мы Думаешь? положили. Ну, лаврушки, вот это вот побольше. Не забивало бы вкус? Ну, нажористо, но, во-первых, вот косточка. Ничего не сделать, чел. Ну, уха из щуки. Ну, а что здесь делать? Ну да, но все-таки мне кажется... Если бы мы ее из окуней делали, мы вообще офигели. Чуть-чуть понажористее. Вот прям чуть-чуть бы, вот прям вот чуть-чуть нажору добавить. Нет, всегда можно ливануть туда сливочного масла сверху. Так и надо. Но это добротная, жирная, нажористая уха. Full pack. Да, для пацанов такое. Можно рекомендовать, но единственное, нужно понимать, что это очень долго, потому что, блин, надо чистить рыбу, типа вот это вот все. Да что ж ты проливаешь? Да блин, ну очень... Все, сука, хватит с меня ухи, нет. Мы все-таки давай разделимся на два лагеря, и пусть люди в комментах напишут, что им ближе. Я человек мяса, скажем так. Я рыбу всегда не любил. Это вкусно, это правда нажористая, без какого-то, без... Это отличная еда. Но давайте лучше мы будем жрать стейки. Мне больше нравится то, что не плавает в реке, а бегает по земле. Вот я как-то это... А еще знаешь, нужно посмотреть, что вышло на твоем канале. А у нас на канале, друзья мои, у меня, че несу, типа уже, уха меня опьянила. Уха сложная, макароны с У сыром. меня на канале вышел рецепт американского блюда, макароны с сыром. Все американцы им питаются, особенно афроамериканцы. Они, типа, оно очень дешевое, очень сытное. Семьи по 6 человек кормятся за копейки. И этот рецепт есть на моем канале. Переходите, Друже все пояснил. Конечно, вряд ли вы афроамериканец с 6 детьми, но тем не менее... Кто знает, кто нас смотрит, кто знает. Да, но тем не менее вы сможете хотя бы извлечь выгоду из этого рецепта. Это всегда балдежно и нажористо. А с вами был Юрий Хованский. И славный Друже Обломов. Подписывайтесь на славного Дружа, ставьте ему лайки. И на Хову, и на Хову. А у тебя ссылки будут на канале на мерч? Да, ссылки и будут? на мерч покупайте. Все делайте, пацаны, все. Но единственное, уху перед тем, как жрать, остудите немного, а то она такая Всем горячая. пока.